Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Настала осенняя пора, которая принесла нам свои дары. И мы сегодня с вами готовим очень простое, но очень вкусное блюдо. Тушеную капусту с мясом. Для этого нам понадобится сама капуста. Вот у меня такой большой вилок, даже не помню его вес, но головка большая. 1 крупная морковь, 2 чайные ложки соли, чайная ложка кориандра, чайная ложка томатной пасты, перец по вкусу, 2 большие луковицы и вот такой у меня кусок мяса. Это примерно 700 грамм. У меня свинина. Кто по вероисповеданию употребляет в пищу баранину, говядину, кто-то может готовить с курицей, всегда пожалуйста. Это блюдо будет вкусно со всеми видами мяса. Давайте готовить. Сейчас нужно нашинковать капусту, нарезать кусочками мясо, нарезать перьями лук и нашинковать на свекольной терке морковь. Приступаем. Друзья, мясо нарезаем на кубики. Где-то со стороной 2-3 сантиметра. Это у меня задняя часть свинины. Теперь нарезанное мясо нужно немножко замариновать в специях. Я его перчу. Добавляю чайную ложку кориандра. И все сейчас перемешаю. А солить будем потом, чтобы мясо не потеряло сочность. Теперь я нарежу лук. Лук я буду резать, поскольку у нас это все будет тушиться. Разрезаю пополам головку, потом еще раз вот так пополам. И такими полуперьями. На свекольной терке натру морковь. Друзья, прежде чем нарезать капусту, ее нужно тщательно сполоснуть и, если это того требует, снять верхние листья, если они повреждены. Вот этот такой нарост я тоже срезаю. И теперь нужно разделить капусту на 4 части, так будет удобно нарезать. И еще пополам. Друзья, когда я нарезаю капусту, я предпочитаю оставлять кочерышку. Кочерышка задерживает все листья и не дает им разбрасываться во время нарезания. Делю пополам кочерышку так, чтобы она была и на одной половине, и на второй. Начинаю нарезать капусту с уголка. Нож держим на месте, капусту вращаем. Вот таким образом. Друзья, ну вот у нас все нарезано и подготовлено. А теперь приступаем к приготовлению. Для начала я обжарю мясо на сковороде. На сковороду наливаю растительное масло, так, чтобы масло покрыло дно. Нагреваю сковороду и после того, как увижу, что она нагрелась, выкладываю мясо.
Мясо у нас должно обжариться с каждой стороны по 5 минут, чтобы появилась золотистая корочка. Мясо обжарилось, и теперь я выкладываю в него лук. Мясо перемешаю вместе с луком. Лук не сильно зажаривается, потому что нам нужен только запах его. Друзья, лук уже дал свой аромат, и я сюда добавляю в сковороду к нему томатную пасту. И теперь все это размешаем. Томатную пасту для того, чтобы она была вкусной, нужно обжаривать. После того, как я перемешаю томатную пасту вместе с луком и мясом, я добавлю морковь. Итак, друзья, томат я перемешала и обжарила. Теперь добавляю сюда морковь. Морковь я обжаривала минут 5, и теперь для дальнейшего тушения я воспользуюсь кастрюлей. Друзья, для тушения капусты нам понадобится вода. Поскольку у меня капуста очень твердая, сока в ней мало, вода нам просто необходима. Я сейчас залью из чайника кипяченую воду, так, чтобы покрыть верх мяса. И обязательно нужно все посолить. Капусту я выложила в кастрюлю. Включаю большой огонь, чтобы закипела вода, и под действием пара капуста осела в кастрюле. Под действием горячего пара капуста осела. Я кастрюлю закрыла крышкой и буду тушить ее на маленьком огне 1,5 часа. Друзья, прошло 1,5 часа, и теперь я хочу посмотреть, какое же количество жидкости на дне кастрюли. Жидкости у нас достаточно, ее и немного, и немало. А теперь я проверю мясо на готовность. Как видим, мясо отлично разбирается ложкой на волокна. Оно мягкое, полностью готово. И теперь осталось попробовать капусту на соль. Достаточно ли соли? Соли недостаточно. Добавлю еще 1 чайную ложку с горкой соли и нарубленную зелень укропа и зеленого лука. Теперь осталось все перемешать и потушить капусту с добавленной зеленью и солью под закрытой крышкой примерно минут 10. Друзья, ну вот, время вышло, капуста готова. Вот она вся такая сочная. Сейчас посмотрим, что на дне тут. Вот тут немножко есть сока. Но так и должно быть. Капуста не должна быть сухая. Капуста готова, можно гарнировать блюдо. Ну вот, друзья, я вам показала, как я готовлю одно из своих любимых блюд осенних, тушеную капусту с мясом. Мясо, как видите, готово полностью.
И капуста очень и очень нежная. Так что готовьте это замечательное блюдо всем своим родным и близким. Радуйте себя, не забывайте. Я приглашаю вас, как всегда, подписаться на мой канал, поставить лайк. До новых вкусных встреч. Всем пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.